Катя вышла с работы, но домой ей идти не хотелось. Она прошла несколько метров и присела на лавочку в небольшом сквере. Мимо спешили редкие прохожие. Магазин, где работала Катя, закрывался в 11 вечера. Выходила она не раньше половины 12. В это время людей на улицах совсем немного. «Вот и хорошо», — подумала Катя. Все они все равно были чужими. Здесь, в городе, даже соседи по лестничной клетке были чужими друг другу. Катя все никак не могла к этому привыкнуть и чувствовала себя ужасно одиноко. Она запрокинула голову и посмотрела в небо. Осень только-только начиналась, небо еще не было таким низким, как зимой. Но Катя знала, что звезды здесь так плохо видны не поэтому. Она вспомнила. Вот Кате лет 6, лето в разгаре, в домах стоит духота. Катя капризничает. «Айда!» – подмигивает дед, держа под мышкой большое лоскутное одеяло. Они забираются на сеновал. Здесь прохладно и мягко, и пахнет простором, лугом и полем, на которых росла эта трава, а в большое отверстие под крышей видны звезды, такие огромные, как глаза кота Васьки. «Дед, а можно долететь до звезд?» – спрашивает Катя. «Можно», – отвечает дед. «Все можно. Ничего невозможного в мире нет. Главное идти и не останавливаться. Вот некоторые люди мечтают о чем-то и все ждут, а когда же мечта сбудется? Но ничего не делают при этом, а мечта все дальше. А потом люди и вовсе забывают о ней и довольствуются тем, что есть, и сами не замечают, насколько они несчастны без мечты». Катя задумалась. «Это вот так. Скоро я пойду в школу и мечтаю учиться на одни пятерки. Но если я сама не буду стараться, то ничего мне не получится». «Именно так», — одобрил дед. Позже Катя часто забиралась на сеновал, особенно когда было грустно. Она смотрела на звезды и мечтала и верила, что если она не отступится от своих мечтаний, то все у нее в жизни будет прекрасно. В 5 классе, когда учительница перед всеми ребятами похвалила Катю за сочинение, Катя стала мечтать, что когда вырастет, тоже будет учительницей. В 7, когда Катя влюбилась в соседа по парте Сережку, новенького, который перевелся к ним, Катя стала мечтать, что у нее будет большая семья, в идеале, если с Сережкой. Хозяйство с размахом и много детей. Катя любила помогать дедушке с бабушкой, возилась с курами, козами, поливала огурцы и варила с бабушкой варенье. А в 8 классе все изменилось. Первый раз в жизни Катя поехала на море. Бабушка достала где-то для внучки путевку в летний лагерь. Катя была в восторге. Море было таким необъятным. Катя добавила, было в копилку своих мечтаний, мечту ездить всей семьей на море каждый год. Но когда вернулась из лагеря, ее ждали печальные новости. В их доме ночью случился пожар. Сгорели почти все постройки и часть дома, а бабушка с дедушкой погибли от угарного газа. Кроме них у Кати не было никого. Кати не было и 3, когда ее родители попали в аварию. Поехали в город за подарками к Новому году. Началась метель, и отец не справился с управлением. Катя их совсем не помнила. Дед и бабушка были для нее всем. Оказалось, что у Кати есть какие-то дальние родственники, которые согласились забрать Катю к себе. Нельзя сказать, что тетя Нина и дядя Юра были плохими. Просто они были чужими. У них был сын Андрей, 7 лет. Тетя Нина работала половину дня, а потом водила Андрея на бесконечные тренировки, кружки и дополнительные занятия. Дядя Юра работал с утра до вечера, а иногда и в выходные. В субботу тетя Нина успевала сводить сына еще на пару занятий, сбегать куда-нибудь на маникюр или по магазинам. В воскресенье был день уборки и прочих домашних дел. Дядя Юра, если был дома, то перемещался целый день от холодильника к дивану или столику с ноутбуком. Андрей, дорвавшись наконец-то до планшета, играл в какие-то игры. Они даже между собой мало разговаривали, а уж на Катю и вовсе не обращали особого внимания. Катя старалась помочь, чем могла, прибрать, приготовить, предлагала даже водить Андрея по секциям после школы.
но тетя Нина чаще отказывалась, почему-то морща нос. С новыми одноклассниками у Кати не сложилось. Поначалу над ней попросту посмеивались, дразнили деревенщиной. Катя и правда отличалась от них не только одеждой, но и манерой разговора, привычками. А потом к ней привыкли и тоже перестали обращать внимание. Катя училась еще старательнее, у нее теперь было больше времени и надеялась после 11 класса поступить в институт, на педагогический. Но в середине 9 класса тетя невзначай поинтересовалась о ее планах. «Деточка, мне кажется, не в твоем случае выбирать. Самое верное – пойти в училище после 9 класса. К 18 у тебя будет уже специальность. Сможешь сама себя содержать. Вот, хоть торговая. Продавцы всегда нужны». Катя поняла, что родственники с нетерпением ждут, пока она станет самостоятельной и съедет от них. Классный руководитель очень удивилась, когда Катя сообщила, что не пойдет в старшие классы, но уговаривать не стала. Так она попрощалась с первой мечтой. Но запас мечтаний еще был. Можно было встретить любимого человека, создать семью, стать хорошей матерью. Пашка стал за ней бегать еще на 1 курсе. Что ни говори, а Катя была красивой девушкой, да и от деревенских повадок не осталось следа. Пашка был веселым, душа компании. На 2 курсе Катя согласилась все-таки пойти с ним на свидание. Нельзя сказать, что она была влюблена, но все же Паша казался ей неплохим. Сразу после окончания училища Катя устроилась на работу. К тому же тетя Нина выдала ей небольшую сумму, которую, как оказалось, успела отложить с пособия, которое выплачивалось на Катю. Катя была благодарна и за это, и за все время, которое провела у родственников, а особенно за то, что ей не пришлось жить в детском доме. Они сняли с Пашей небольшую квартирку. Паша тоже работал, а после работы любил потусить где-нибудь с друзьями, приходя под утро. Катя же пыталась создать уютное семейное гнездышко. В итоге Паша просто приходил на все готовое, но даже не обращал внимания на это. И если Катя пыталась поговорить с ним серьезно на эту тему или о дальнейшем будущем, то он отмахивался и неизменно говорил: «Не будь занудой». Через год Катина терпение закончилось. Она съехала. Ей было 20, но она уже мысленно попрощалась и со второй мечтой. «Хоть на море махнуть», — решила Катя, но заведующая отрезала: «Какой отпуск? Работать и так некому. Подожди, наберем штат, там и пойдешь». «В знойном ноябре?» – вздохнула Катя. Заведующая только покосилась на Катю из-под-лобья, и Катя как-то совсем смирилась. Работала все лето, зевала, глядя на баночки с горошком, вечером приходила в пустую квартиру, иногда что-то читала, а иногда сразу ложилась спать. И так по кругу. Ладно, когда-нибудь потом. Учиться никогда не поздно. Да и любовь свою еще встречу. Я молодая, а то, что без отпуска, так тоже плюс есть. Заработаю больше», — говорила себе Катя. Катя просидела еще немного на лавке и направилась в сторону дома. Подойдя к пешеходному переходу, она задумалась. Отвлек ее грубый окрик водителя: «Ну чего стоишь?» Водитель, соблюдая правила, остановился, чтобы пропустить ее. «Стою. А ведь и правда стою. Почему я стою?» Снова задумалась Катя, махнув водителю, чтоб проезжал. Она вспомнила слова деда. А мечта все дальше. А потом люди и вовсе забывают о ней и довольствуются тем, что есть. И сами не замечают, насколько они несчастны без мечты. В первый же выходной Катя поехала в деревню. Она не была здесь давно. Несколько раз она ездила на кладбище, на окраине деревни, даже 1 раз с тетей Ниной. Но в самой деревне ей делать было нечего. Она не хотела встречать знакомых, которым нечего будет рассказать о своей городской жизни. Не хотела видеть остатки дома, который так много значил для нее когда-то. А теперь, наоборот, душа потянулась именно к дому, туда, откуда все началось. Дом так и стоял обугленный с одного края. Забор покосился,
огород зарос. Кое-где виднелись остатки сараев и того самого сеновала. Только баня, которая, как водится, стояла в другом конце огорода, осталась целой. Даже спустя годы она выглядела добротно. Катя вошла в дом, а точнее в то, что от него осталось. Странно, ведь она даже никогда не думала, что эти останки теперь ее. Тетя что-то говорила об этом, но Катя не придала значения, не хотела вспоминать. Теперь она бродила здесь, и ей казалось, что она слышит свой собственный детский смех. «Ох, ягоза! Вот дед вернется, я ему все расскажу!» Кричит с кухни бабушка, и Катя бежит на крыльцо, слыша, как дед уже кашляет в ограде, чтоб первый броситься к нему на шею и задобрить, пока бабушка не успела рассказать о ее шалостях. Хотя дед никогда ее всерьез не бранил. Катя и сейчас выскочила на крыльцо, но в ограде, конечно же, никого не было. «Добрый день! Интересуетесь домом?» Услышала Катя. За забором стоял молодой человек. «Интересуюсь!» Катя улыбнулась. «Сереж, ты? Не узнал?» «Катя!» Сергей, тот самый Катин сосед по парте, тоже удивленно улыбнулся. «Сколько лет никого не было, а тут еду мимо, смотрю, кто-то в дом зашел. Дай, думаю, посмотрю, мало ли что. А ты как тут? С кем? Как вообще жизнь? Ты надолго?» «Я? Да я проездом, можно так сказать», – растерялась Катя. «Как тут у вас? Какие новости?» «Новостей-то полно за столько лет», – рассмеялся Сергей. «Юльку помнишь, которая во всех спектаклях школьных играла? В театральной в Москве поступила. А Генку? Он тоже в городе сейчас, на ветеринара учится. Обещал вернуться потом. Да много кто в город уехал. У вас там совсем другая жизнь». «А ты почему не уехал?» – спросила Катя. «Мне тут хорошо. Я отцу помогаю. Дела неплохо идут. Зато простор. Не то что в городе. Как приеду туда, через час уже задыхаюсь. Ты же помнишь, какое поле у нас, а за ним река, а за рекой лес». «Помню». Катя мечтательно посмотрела в ту сторону, где в конце села начиналось большое поле. Вспомнила, как бежали они ребятами со всех ног на перегонки и прямо с разбегу прыгали в речку. «Красиво сейчас там, наверное». «Красиво», — согласился Сергей. «Хочешь, сходим?» Вдруг предложил он. «Хочу», — обрадовалась Катя. «Только я поела чего-нибудь». «Там и поедим», — подмигнул Сергей. «Термос с чаем у меня всегда с собой, а в магазине как раз свежие булочки. Ничего не изменилось. Как и мы бегали в обед, так и сейчас». Катя вспомнила, как большую перемену почти вся школа бежала в магазин через дорогу за горячими пирожками и булочками. В этот раз до берега реки они не пошли через поле, проехали на машине, уселись на старом поваленном дереве, пили горячий чай в прикуску с пирожками. Сережа все тараторил, рассказывал об одноклассниках, а Катя думала, совсем не изменился, смотрела на желтеющий лес, вдыхала особенный воздух детства, и ей было хорошо. «А ты как? Что-то я все о наших. Расскажи о себе», — сказал Сергей, подливая чай. «Да особо и рассказывать нечего», — сказала Катя, а потом рассказала все. В общем, обнулиться приехала. Не так все пошло, как хотелось. Хочу исправить, пока не поздно. «Молодец, никогда не поздно», — одобрил Сергей. Его телефон брякнул. Сергей посмотрел на экран. «Мне пора», — сказал он, извиняясь. «Куда тебя подвезти? На станцию?» «К дому обратно. Еще там побуду», — попросила Катя. «К девушке своей торопится, наверное. Конечно, симпатичный такой, славный», — подумала она. Оставшись одна у дома, Катя решила обследовать баню. Баня была небольшой, но основательной, с просторным предбанником. Катя оглядела печь, попробовала растопить. К ее удивлению, огонь занялся, дым тянуло по дымоходу, как будто ей пользовались только вчера. Очень быстро в бане стало тепло. Катя сидела, глядя на танцующие огоньки пламени, которые отражались в ее глазах. От этого казалось, что в голове у Кати созрел хитрый план.
И это было так. «Здравствуйте, тетя Галя. Не узнаете меня?» Катя стояла перед прилавком поселкового магазина. «Катерина?» – прищурилась продавщица. «Я», – улыбнулась Катя. «Вам сменщица не нужна?» «Да нет, есть у меня. Одноклассница твоя, кстати, Таня. А ты что это, вернуться решила?» «Решила. Работу вот ищу», – огорчилась Катя. «Так на ферме спроси, у Валерича. У них всегда рабочие руки нужны». «Спасибо», – ответила Катя и попрощалась. Николай Валерьевич – это и был папа Сергея. Но вариантов не было. Катя зашагала в сторону фермы. «Катя, опять ты?» – обрадовался Сергей, завидев ее. «А ты что ж не сказала, что к нам зайдешь? Вместе бы поехали. Я же как раз сюда торопился. У нас тут все автоматически, но пригляд все равно нужен. Вечерняя дойка». Сергей развел руками. Не к девушке, значит, торопился. Подумала про себя Катя, и эта мысль ее обрадовала. А вслух сказала. «Я остаться решила. Тетя Галя мне сказала, что у вас работа есть». «Есть», — улыбнулся Сергей. «Пойдем к отцу, потолкуем». «Кать, ты здесь?» — услышала Катя тихий голос Сергея. «Здесь». Катя выглянула из бани. «Я одеял тебе привез, подушку, помягче и потеплее». Сергей стоял в вечерних сумерках. «А чай есть?» Катя тихонько рассмеялась. «Есть», — рассмеялся в ответ Сергей. «Ничего, обживусь, пока тут. Главное, что тепло, а там помаленьку и дом в порядок приведу. Долгов, наверное, накопилось». Катя вслух строила планы. «Ты молодец», — похвалил Сергей. «Смелая. Ты знаешь, я так рад, что ты вернулась». «Да?» — удивилась Катя. «Да, я ж еще тогда в 7 классе в тебя влюбился. Думал, надо же, как повезло, самой красивой девчонкой посадили. А потом все думал, может, вернешься когда-нибудь». Сергей посмотрел на Катю. «А я вернулась», — ответила она и взяла его за руку. Катя выучилась потом заочно на педагогическом, как и хотела. Работает в той самой школе, где училась когда-то сама. Нагрузку, правда, большую не берет пока, забот много. Хозяйство большое, 3 ребятишек и муж умница. За всеми уход да пригляд нужен. На месте старого обгоревшего дома давно стоит новый, с большой верандой. Катя выходит туда по вечерам и смотрит мечтательно в небо. То ли еще будет, думает она. Вот только на море ездит редко, им и тут хорошо. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.